Всем привет, друзья! Сегодня у нас невероятно вкусный, сытный, питательный грибной суп. Не хуже, чем в ресторане. Для его приготовления нам понадобятся грибы, одна морковка, грибы около килограмма, одна морковка, одна большая луковица, пару столовых ложек муки, 2 яйца, шпинат, сливки, молоко и подсолнечное масло. Если у вас грибы большие, такого размера, как у меня, их можно разрезать на 4 части. Если грибочки у вас маленькие, то можно их вообще не разрезать, но достаточно хорошо промыть. Морковь разрезайте на 4 части вдоль и поперек. Луковицу не режете, луковица нужна целая. Ну а шпинат, естественно, нарезаете. Опять-таки не мелко, достаточно крупно. Вам понадобится жаровня, в которой вы будете готовить грибы, лук и морковь. Я для этого использовала кастрюлю. На дно кастрюли наливаем пару ложек подсолнечного масла, кладем грибы, морковь, которую предварительно порезали на 4 части, и целую луковицу. Тушим наши овощи 40 минут на большом огне до тех пор, пока полностью не выкипит жидкость из грибов, а ее будет достаточно много. Убедитесь, что не осталось жидкости в овощах. Выньте лук и морковь. В грибы добавьте крупно порезанный шпинат и протушите на среднем огне вместе с грибами минут 5-7. Готовые овощи снимаем с огня и ставим в сторону. И здесь самый главный момент, который нельзя упустить. Для супа вам понадобится другая емкость, другая кастрюля. Не та, в которой вы готовили грибы. На дно кастрюли высыпаем муку и даем ей немножко подсушиться. Вы увидите, когда от муки пойдет легкий пар или легкий дымок. Муку можно сушить до золотистого состояния. Можно этого не делать. Можно просто ее подсушить, чтобы ушла лишняя влага. Затем добавляем 3 столовые ложки подсолнечного масла. И вот здесь, внимание, 1 стакан теплого или горячего молока. Произойдет такой мини-взрыв, но именно благодаря ему вы не будете иметь комочков в вашем супе. Размешать хорошенько молоко с мукой и с подсолнечным маслом, и далее добавляйте 2 стакана воды, тоже горячей, кипяченой горячей воды. Не обязательно кипяток, достаточно, чтобы вода была просто кипяченой, но при этом горячей. Необходимо все размешать до однородной массы. Однако, если останутся комочки, не переживайте, потому что суп в конце все равно вы будете взбивать погружным блендером или перетирать через сито, если у вас нет погружного блендера. Молоко выливать нужно не сразу, а частями. Часть молока, часть воды, до тех пор, пока вы не выльете всю необходимую порцию молока и воды на это блюдо. Дальше необходимо дать прокипеть молоку и воде. После этого засыпать наши грибы и шпинат в подготовленный соус.
Пришло время сделать заправку для нашего супа. Для этого вам понадобится 2 желтка и полстакана сливок. Жирность сливок не имеет принципиального значения, поэтому подойдут любые сливки с любой жирностью. Необходимо все не взбить венчиком, а аккуратно перемешать до однородной массы. После того, как суп с грибами и соусом проварится 5-10 минут, добавить заправку и все взбить погружным блендером до однородной массы. У вас получится замечательный, сливочный, очень питательный и очень вкусный настоящий грибной суп, который подают даже не в каждом ресторане. Украсьте ваш суп любимой зеленью и приятного аппетита! Пока-пока!